Знаете, я видел ужасные вещи в своей жизни. В молодости я порой говорил, лучше бы я этого не видел. Лучше бы я был сейчас в другом месте. Но вы никогда не сможете забыть такое до конца своих дней. Мне 71 год. И я никогда не думал, что мне доведется увидеть подобное. Что я окажусь там, где сталкиваются жизнь и смерть. Люди убивают, люди умирают. Но приехать сюда и увидеть все это своими глазами было необходимо. Потому что я считаю, что единственный способ восстановить справедливость — это показать миру правду. Причина, по которой я изначально решил поехать в зону спецоперации, заключалась не в том, чтобы снять этот документальный фильм. Причина, по которой я захотел поехать туда, была в том, что я провел небольшое исследование и понял, что 98% людей, пишущих о конфликте на Украине, никогда там не были. Это сказало мне о многом. Именно поэтому я очень хотел побывать в зоне СВО. Мне повезло, что у меня есть друзья, которые смогли помочь мне подобраться поближе и увидеть все своими глазами. Первое, что я встретил на своем пути, была тюрьма. Итак, я приехал в Еленовку. Здесь содержатся украинские военнопленные, в том числе нацисты с Азовстали. И к тому времени, как я сюда попал, у меня уже было представление о том, кто такие неонацисты и что они делали. Но я хотел увидеть их. Увидеть тех, кто встал под нацистские знамена. Кто готов был совершать самые страшные преступления. Преступления против человечности. Покайтесь. Здесь содержатся только мужчины. Кто-нибудь, впустите меня, пожалуйста. Зайдите ко мне. Откройте дверь. Могу ли я войти внутрь? Нет? Почему нет? Могу ли я поговорить с азовцами? Кто здесь находится? 3057 есть? Есть. Азов. Азов. Кто? Руки подняли, Азов. Все Азов. Все Азов? Два этих, два Азов. Ага. Два отряда. Поняли, кто перед вами? Стивен Сигал. Стивен Сигал. Что он здесь делает? Смотрит за нашим состоянием. Да? А кто он такой, знаете? Нет. Нет, вы не знаешь, что такое Стивен Сигал? Актер. Актер. Может ли он снять рубашку, чтобы я увидел его татуировки? А татушки есть? Нету. У него не... He's got no tattoos. У кого есть хорошие татуировки? Ну покажите, не бойтесь, ничего вам уже не будет. Вы же прекрасно Пусть знаете, что покажет. вот здесь все нормально. Не врите мне. Только не врите мне. Они меня узнали. Эти нацисты в этот момент не хотели сражаться со мной. Но если бы они увидели меня на расстоянии 1000 ярдов в прицеле снайперской винтовки, они бы с радостью убили меня. Потому что для нациста убить безоружного гражданского — это не убийство. It's all what I have in my body. Anything on your back? На спине есть I татуировки? don't have any to say that. Well, we have been treated well enough. К нам относятся хорошо, достаточно хорошо, Complain with. не на что жаловаться. Поэтому я считаю, что условия тут приемлемы. Хорошо, достаточно приемлемо. Хочешь ли ты вернуться домой? Он спросил, хочу ли я вернуться домой. Я мечтаю об Dream этом. about. Вот только дома он и еще тысячи таких же, как он, всего лишь расходный материал.
И ракетный удар летом 22-го по тюремному бараку в Еленовке — еще одно доказательство бесчеловечности нацистского режима. Даже своих не пожалели. Как вообще можно подумать, что это бомба? Что это на самом деле? Нужно разобраться, но это точно не фрагмент бомбы. Вот что характерно, уже непосредственно для всех СМИ мы не показываем, но вот вам покажу, здесь непосредственно есть место изготовления, серийный номер и дата изготовления данной ракеты. То есть эти данные будут приобщены также, и уже будет точно обозначено, чья это ракета. Очень много людей, которые находились здесь, вот непосредственно азовцы, уже после отбоя они все спали. Вот, и был нанесен у этой ракеты, помимо вот таких вот поражающих элементов, в результате чего погибли люди, также была слишком большая температура возгорания. Когда мы приехали, уже вот трупы смотрели, эти трупы были выгорены практически до костей. Я повидал достаточно взрывов. Я видел, какими бывают последствия ракетных ударов. Я думаю, ракета упала в 10 футах от места, где находились заключенные. Если не меньше. И сожгла их всех. Это было ужасно. Вы видите знак с надписью «Укрытие». Русские, как я вижу, делают все, что в их силах, чтобы обеспечить защиту заключенных. Я увидел, как русские обращались с пленными украинцами. Обращение мне показалось образцовым и очень гуманным. Но разве сами нацисты когда-либо были гуманны? Ведь в этом и есть суть всей их идеологии, она бесчеловечна. Я думаю, что нацисты — это те, кто опустился на самую низкую ступень человечества. Я даже не смотрю на этих людей как на людей. Они хуже животных. Я думаю, что животные находятся на гораздо более высоком уровне развития. Они не убивают ради того, чтобы убить. Эти люди, вы знаете, они не христиане, они не иудеи, они не мусульмане. Они верят в свою собственную, черную религию. Я думаю, что нацистов, которые есть на Украине, в определенных областях Украины, всегда воспитывали с идеей, что это часть их культуры и их народа. Потому что, чтобы истязать и убивать беззащитных людей, в том числе детей, женщин и стариков, нужны совершенно особенные люди. Им это просто нравится. Это в их мыслях. Они созданы для этого. Я говорю так, потому что видел некоторых из тех, кто стал жертвой нацистов. Это было в Мариуполе. Это основное здание СБУ. Это что-то вроде ЦРУ. Службы безопасности Украины. Как вы можете видеть, здание сильно разрушено. Здесь пытали людей, и это было его основное предназначение. Пойдемте осмотримся. Итак, как вы можете видеть, все вокруг нас выглядит здесь совершенно опустошенным. И здесь то же самое. И именно здесь находятся те самые подвалы СБУ. Я иеромонах Феофан, клирик Русской Православной Церкви, насельник Свято-Успенского Никола Васильевского монастыря. 3 марта 2015 года был похищен из обители Службы безопасности Украины без предъявления и каких-либо санкций, прокурора, суда или чего-либо. И здесь, в подвале Мариупольского СБУ, сам проходил пытки и был свидетелем пыток и истязаний многих других людей.
через эти вот ворота меня завезли сюда, в Мариуполь, улица Георгиевская, дом 77. И вот это крыльцо, собственно, куда потом меня заводили в подвал, где происходили пытки, где содержались, собственно, уже люди. И туда привозили очень много людей. Конвейером просто пытали одного за другим. Вот здесь положили меня на пол. Надо мной поставили вон деревянная скамейка, видимо, ее поставили. И на эту скамейку сел боец, меня зажал между ног. И положили тряпку с пола, вот, что-то, наверное, подобное. И поливали водой. Собственно, пытка водой. Она длилась долго. Я даже не знаю сколько, может час-два, может 3. Но это казалось бесконечность на самом деле. Тут шел конвейер пыток водой. Здесь пытали женщин, пенсионеров. Вот. Те, которые мои сокамерники были, уголовники, двое, они говорили, что слышали даже детские крики отсюда. Им доводилось... Вот 2 человека сидели здесь на тот момент, они уже сидели 2 недели. И, конечно, у них была уже не то, что там депрессия, они были в ужасе. Просто один из них говорил, что я просто хочу головой об стену уже удариться, чтобы уже ничего этого не слышать, чтобы уже умереть. Неужели украинские нацисты, которые вас пытали, так ненавидят христианство и православную церковь? На Западной Украине, к сожалению, нас считали всегда белыми неграми. И относились к нам соответствующим образом. Казалось бы, мы все люди одного народа, одной нации, но они себя считали лучше и как-то то ли избраннее, то ли кожа у них белее. Вот. Только лишь потому, что они причастны были к Европе, что они туда ездили на заработки. А тружеников Донбасса они презирали всегда. И поэтому убить жителя Донбасса для них – это почти святое дело. Тем более они подготавливали своих солдат к тому, что придется убивать детей. Соответствующие листовки они распространяли среди военных. Когда меня один мой сокамерник спросил: «Ты здесь за веру сидишь?» Я сказал: «Нет, за Отечество». Видели ли вы когда-нибудь, как пытают других людей? Я много раз слышал, как пытали других людей, но однажды, когда меня уже из ИВС привезли записывать показания, меня привели в тир, и там кого-то убивали. Связанного человека много раз бросали о пол. Ужасно. Ужасно. Говоря о вашей религии, я знаю, что вы священник, знаю, что вы человек Бога. Как вы относитесь к тем, кто пытал женщин и детей? Тех, кто меня пытал, я простил. А те, кто пытали других людей, Бог им судья. Это аэропорт в Мариуполе. Нацисты называли его библиотекой. А книгами в этой библиотеке были живые люди. Здесь бандеровцы проводили свои страшные кровавые пытки над задержанными. Есть те, кто смог выжить после этих пыток. И сейчас у меня появилась уникальная возможность поговорить с некоторыми из них. Я Селецкая Ольга Анатольевна. В 2014 году находилась в ополчении Донецкой Народной Республики. Была задержана на территории Мариуполя в конце августа 2014 года. Под пытками и истязаниями находилась 120 дней, 4 месяца. В 2014 году, в конце августа, я была задержана боевиками батальона «Азов» и привезена вот сюда, в Мариупольский аэропорт. На голове у меня был мешок, на руках были металлические браслеты. Мешок в нескольких местах был разорванный, а запах в нем был вот как у трупы, вот такой трупный запах.
Я успела увидеть вот как раз вот этот вот знак, вот и аэропорт написанный тоже. И машина повернула сюда. И тогда, знаете, у меня тут внутри прямо как вот что-то вот все оборвалось, я уже поняла, что это уже все, конец, и это уже живой, я уже отсюда не вернусь. Было известно, что здесь находилась секретная тюрьма, но по сленгу в обиходе у нас такое понятие, как библиотека, мы не употребляли, потому что, в принципе, слово «библиотека» я узнал буквально в году 16-17, где-то так. Вот. До этого мы просто называли пыточные. Вот нам поступила задача проследить, отследить, где здесь находятся пыточные, вот, куда помещают похищенных людей. Да, в городе Мариуполе мы нашли 4 таких пыточных. Вот. Одна из них — это вот данный аэропорт, вот, это библиотека так называемая. Мы отследили данные, передали в Донецк. Вот. А потом арест, и я сам стал книжкой данной библиотеки. Я Шубин Михаил Геннадьевич. С 2014 года состоял в ополчении ДНР. В августе 2014 года был арестован сотрудниками СБУ. В заключении в общей сложности я провел 4,5 месяца в плену. Ну вот когда меня привезли сюда в аэропорт, до вечера я простоял там на коленях на углу данного терминала, а потом потащили сюда, в этот коридор. Я зашел, меня сбили с ног, пол мокрый, упал, вот, сдернули с меня штаны, провод один подключили к гениталиям, а вторым тыкали в тело, вот, электротоком, ну, дугу выгинал. Вот. И здесь же избивали. Вот. И вот это вот первая пыточная, где меня пытали, током пытали, как говорится, избивали, тыкали шилом. Вот, вот в этой комнате. Здесь они играли нами в футбол. Вот так вот человек 10 становится, 9-10 человек становится по кругу. Заводят, сбивают с ног и начинают пинать. Каждый пинал, вот они называли футбол. И вытаскивали, когда с холодильника, говорили, пошли на футбол. Футбол поиграем. В соседней комнате, там оттуда женские крики раздавались. Там женщины были. Я так понимаю, меня допрашивали в этом зале. Когда я отказывалась отвечать, свисающие концы мусорного пакета, этого черного, который находились у меня ниже моего лица, человек, который находился сзади, он их просто-напросто так сзади полностью подбирал и не давал доступа воздуха. Я начала задыхаться, терять сознание. И так несколько раз было, они мне приводили чувство, били по лицу. А затем меня поволокли к какой-то большой металлической емкости. Где-то она тоже стояла недалеко. И меня окунали в эту бочку. Сколько раз окунали, я не помню, может 4, может 5 раз, когда я полностью вообще отключилась. А когда я пришла в себя, я лежала на полу в этой холодильной морозильной камере. На голове у меня уже этого мешка не было. Руки так и были в этих металлических наручниках. Ну, в принципе, вот это вот то, что вот я вот запомнила. После того, как меня отсюда вытащили, это уже смеркалось, вечер был, потащили меня туда, в ту сторону, на взлетную полосу. Они меня отпустили и сказали: иди. Я пошел прямо, у меня из-под ног ушла земля, я упал в яму. Вот, начал руками щупать вот, человеческие тела, там женщины, мужчины, как говорится, у кого горло перерезанное, кто просто забит. Просто кусок мяса лежал без костей, такой вот отбитый весь. Это было вот там, в той стороне, вот у забора. Здесь настоящая тюрьма. Ну, наверное, ее можно сравнить с тюрьмой Гуантанамо. Потому что, по большому-то счету, все эти тюрьмы, они были созданы по натовским, по ЦРУшным методичкам. Сколько здесь пропало людей, даже страшно подумать. Елена Блоха, город Донецк, журналист. На момент задержания, август 2014 года, главный редактор муниципальной газеты. Есть уже сведения, что
Следственный комитет и правоохранительные органы нашли 300 неопознанных тел вот здесь вот, за взлетной полосой. Елена, я знаю, что вам больно об этом говорить, но я хочу спросить у вас, что они с вами сделали? Я в 2014 году была главным редактором «Донецкой газеты», и меня задержали сотрудники СБУ как серьезного государственного преступника, участника террористической группы «Донецкая Народная Республика». Меня обвиняли в том, что я говорю правду, как журналист. Что они делали с людьми, когда пытали их? Здесь мой сын со мной находился в камере с мужчинами, и он там видел 10 человек, мужчин, которые были очень сильно избиты. У них были поломаны ребра, у них были поломаны руки и ноги. Они были в гражданской одежде, но тем не менее их здесь захватили и пытали. Их судьба мне неизвестна, скорее всего, их убили. Здесь есть специальная комната, называется пыточная. В ней была оборудована дыба, где растягивали людей и тяжелыми ударами, подручными предметами, скорее всего, там бита. Им били по ногам, по рукам, по конечностям, а также по ребрам. То есть издевались они как хотели. Это были садисты. Но когда нас сюда доставили, для того, чтобы я как можно меньше увидела, мне и моему сыну, который был со мной, одели пакет на голову, завязали руки для того, чтобы мы не видели, кто здесь находится. Здесь были боевики, это были разные люди. Были те, которые говорили на английском языке, и они были темнокожие. Как вы смогли их увидеть? Вы что, могли их видеть сквозь ткань? Когда я вышла сюда на плац для того, чтобы были досмотрены мои вещи, мне разрешили вот так приподнять мешок, и я боковым зрением видела, кто здесь находится, и хорошо слышала, на каком языке они говорят. Мне очень повезло, потому что я оказалась транзитным здесь пассажиром. На пальцах одной руки можно посчитать людей, которые вышли отсюда живыми. 1 ноября 2014 года нас повезли на обмен. И вот когда... Я никогда не забуду этот момент, когда мы въехали в Донецк со стороны МАК-шоссе. Пустой абсолютно город. Мы ехали по проспекту Ильича. Я вижу город, который я не видела 3 месяца. И я просто вот так вот сидела в машине, и у меня слезы текли, я плакала. Наконец-то я дома. И закончился этот плен. И все было хорошо. Вы знаете, вот это действительно счастье. Вот тогда я ощущала, что я счастлива. Я дома. Не среди врагов, среди друзей. Такие моменты никогда не забываются. Запад планировал это уже давно. И они на самом деле создали для себя положение, при котором они могли бы прийти на Украину, перебросить туда свои силы специального назначения и начать обучать нацистов. Ввести различные специальное оборудование, живую силу и создать ситуацию, которая, как я это определенно вижу, дала веские основания считать, что мы сталкиваемся с реальной экзистенциальной угрозой России. Я был на Ближнем Востоке, где обучал боевым искусствам некоторых людей. И я услышал, что началась спецоперация. На следующий день я написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента. И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента. И буду сражаться на стороне своего президента. Если понадобится, я умру рядом со своим президентом. И это письмо, которое я отправил. Что касается Владимира Путина, я знал, что он на самом деле отстаивал и что на самом деле пытался сделать.
Я знал, что происходит расширение НАТО. Я знал, что расширение НАТО — это нечто. Это одно из самых важных событий, которое когда-либо происходило. Потому что это действительно напрямую связано с тем, что происходит прямо сейчас. Когда стена пала, мы заключили соглашение. И оно предполагало, что США не будут приближаться ни на дюйм. Не приблизиться ни на дюйм к востоку, под которым подразумевается Россия. И с тех пор они практически окружили нас. И это то, что угрожало бывшему Советскому Союзу и теперь России. И это причина, по которой Владимиру Путину пришлось сделать шаг, чтобы защитить само наше существование. Я видел жителей Донбасса и разговаривал с ними, и знаю, через что они прошли. Это жизнь и смерть. Они каждый день сталкиваются с жизнью и смертью. Это все еще продолжается. Я был в аэропорту, видел подвалы Мариупольского СБУ, побывал в одной из штаб-квартир Азова. Это очень тяжело. Быть там, где страдали и умирали сотни невинных людей. Такого не заслуживают даже самые жестокие преступники. Но невинные люди — это очень тяжело. Теперь мне предстояло побывать там, где скрывались их палачи. Нацисты. Куда бы ни ступала моя нога, везде были следы перестрелок, ракетных ударов, бомб и всего остального. Это была одна из самых ужасающих битв, которые, как я думаю, когда-либо происходили. В подвал Азовстали почти невозможно спуститься. Это невероятно, просто мили и мили лабиринтов, большинство из которых до сих пор не разобраны. Страшно подумать, что пережили люди, которые оказались в заложниках у тех, кого на весь мир громко называли защитниками Азовстали. Насколько я понимаю, вас держали в качестве заложников во время одного из самых длительных противостояний в истории этого конфликта. Я хотел бы узнать вашу точку зрения на эту историю. Каково вам было там, в Азовстали? Мы, получается, 2 марта всей семьей пришли в завод. У нас 9-й этаж. Мы решили оказаться в заводе. Пришли в завод, поселились в бункер. Там было еще 2 работника комбината, никого больше не было. Нас в результате собралось где-то человек 12-15 работников комбината и человек 15 именно женщин и детей. Информации у нас никакой не было. Телефоны не работали, радио тоже. То есть информационный вакуум был. Мы у них все, что не спрашивали, на что не говорили, мы сами не знаем, мы не знаем. Или говорили... Я говорю, может, эвакуация, какие-то переговоры. Это мы не знаем. С соседних бункеров рассказывали люди, что когда они постарались выйти, собрались с мыслями, силами, и было более-менее тихо, тогда как раз зеленые коридоры эти были, по людям, по ногам, под ноги начали стрелять и загонять их обратно, чтобы они не вышли с комбината. О, Боже. Американский менталитет устроен так, что нужно закончить войну как можно быстрее. Любыми способами. И, конечно же, что касается Израиля, вместе с израильтянами они в ситуации, когда у них есть самое современное оружие в мире, самая совершенная аппаратура для ведения разведки в мире. И они систематически убивают всех и каждого в секторе Газа, в Палестине. Женщин, детей, кого угодно. Женевской конвенции для них не существует. Не существует способа сделать это гуманно. Они просто убивают их так быстро, как могут. Если бы президент Путин хотел закончить эту войну быстро, в первые 3 месяца, он мог бы взять и уничтожить Украину любым способом, каким бы он ни захотел. И война была бы закончена. Да, и причина, по которой это было осторожно, дом за домом, заключалась в том, что он не хотел, чтобы российские солдаты убивали женщин, детей и невинных людей. Он хотел провести операцию максимально гуманным способом. Именно так он и поступил, и это единственная причина, почему мы все еще сражаемся. Я знаю русских людей. Я знаю эту страну. Я понимал, что миру лгут.
Я не хочу сказать, что нужно быть глупым, чтобы не видеть правды. Но большую часть того, что говорилось, довольно легко было распознать как откровенную ложь. Мне жаль, что Запад опустился до фейковых новостей и распространения лжи по всему миру. Еще больше жаль, что половина мира действительно ей поверила. Что Россию надо победить. Что с Россией стоит бороться. Знаете, это говорилось снова и снова. Теперь для меня очевидно, все, что я подозревал и во что я верил, было абсолютной правдой. Я рассказал о том, что слышал и видел. Дал людям понять, что я чувствую. Мне больно это говорить, но после этого мои друзья больше не смотрят на меня как на друга. Они боятся со мной разговаривать. Они боятся со мной разговаривать. Я считаю себя русским. Мои предки были из России. Я уверен, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом. Я верю, что Бог на нашей стороне. Вот почему мы победим. Конечно, у нас лучшие солдаты, оружие и военачальники, но в конечном итоге наша главная сила в том, что мы правы.